Нет никаких сомнений в том, что Османская империя повлияла на ход истории всего мира. Образовавшаяся в 1299 году империя за 600 лет существования значительно расширила территории и заставила всю Европу считаться со своими принципами. Казалось, что ничто не способно разрушить такое могущество, однако империя убила себя сама, став банкротом. К концу XIX века былые заслуги в области торговли, искусстве ведения войн и инноваций канули в лету. Народ восстал, и ее не стало. Большинство историков утверждают, что причиной краха османского государства стал тот факт, что будущие и многие монархи не совсем правильно стали понимать, что значит быть правителем. Если в начале образования империи и чуть позднее султаны славились тем, что ходили на войну, создавали законы и управляли государством, то ближе к концу падишахи спрятались за стенами дворцов, не желая меняться вместе с миром. Кроме того, все возрастающие конфликты внутри самой династии и среди приближенных к власти людей усилили и без того слабые способности наследников трона к управлению столь могущественным государством. Однако, среди прочих монарших особ династии были не просто люди с отсутствием качества лидера, они были безумными. Первенство среди безумных султанов, пожалуй, можно отдать Ибрагиму. Ему посчастливилось долгое время провести в клетке для Шахзаде Кафеси. Если раньше все ненужные сыновья султана были казнены, то потом эту кровожадную практику заменили на золотую клетку. Согласно историческим сведениям, Ибрагима заперли в 4 стенах без окон и дверей в возрасте 2 лет. Надо отметить, что до того, как он стал безумным султаном, он родился в очень многодетной семье. По разным данным, у его отца султана Ахмеда было по меньшей мере 15 детей от разных наложниц. Ибрагим же был ребенком от Кюсем и, как предполагается, стал последним сыном. Однако такая длинная очередь на трон не помешала ему однажды стать султаном. К сожалению, отец Ибрагима умер, когда ему было 2 года. Таким образом, мальчику не на кого было равняться. Он не видел перед собой образ отца султана. Сидя в заперти, Ибрагим видел, как правили его несколько братьев и дядя Мустафа, и чем это правление для них закончилось. Когда пришла его очередь сесть на трон, он сопротивлялся, думая, что его пришли казнить, и потребовал показать тело умершего брата. Ибрагим был последним наследником престола. В тот момент династия была на грани вымирания. Кюсем делала все, чтобы у него родился сын, и надо заметить, что династия стала ему этим обязана. Как и его отец Ахмед I, Ибрагим стал отцом 3 будущих султанов. Ибрагиму приписывают огромное количество причуд. Утопление 280 наложниц, золотую корову в покоях и самую толстую в мире наложницу, увешивание стен мехами и бритье кошек, чтобы они носили накидки из соболя, любовь к алмазам, которыми украшались даже его туфли. Правда это или нет, вещь спорная. Некоторые историки имеют разногласия по поводу его безумия, но ведь он был не единственным. Первым султаном Османской империи с психическими отклонениями стал дядя Ибрагима Мустафа. Он получил в народе прозвище «хихикающий». Здесь важно отметить, что безумие наследников престола, возможно, не зависело или не всегда являлось следствием пребывания в клетке. Возможно, это было наследственным заболеванием. Мустафа был посажен в Кафес в возрасте 11 лет, но многими историками отмечается, что уже от рождения у мальчика наблюдались психические отклонения. Поступки Мустафы не были столь зловещими, как у его племянников. Они были скорее комичными. Однажды он назначил на должность губернатора 2 крупных городов своих рабов, которые были очень недалекими. Позже один из фермеров был назначен на какой-то важный политический пост лишь за то, что однажды, встретив султана на охоте, предложил ему испить вина. Наверное, фермер пошутил, но Мустафе это понравилось. Его свергли, отправили в Кафес, но вскоре, когда османа убили янычары, Мустафу снова вернули на трон. Говорят, что пока он сидел в клетке во 2-й раз, то при нем были 2 служанки, которые буквально изнемогали от его постоянного идиотского хихикания. Еще один племянник Мустафы, кроме Ибрагима, султан Мурад. Он тоже был сыном Кюсем и, к счастью, не проявлял никаких признаков безумия, как его предшественники. Однако так могло показаться только на первый взгляд. Мурад был очень жесток и имел садистские наклонности, которые не мог контролировать. И если бы не полное отсутствие самоконтроля,
то его талант успешного военачальника вошел бы в учебники по истории. Но, к сожалению, Мурат вошел в историю под другим статусом, как самый кровавый султан Османской империи. Историками отмечаются, что если бы Мурат был сейчас жив, то мы бы изучали его как массового убийцу с тяжелой психической патологией. Количество безумных казней доподлинно неизвестно в истории. Утверждается, что нам, потомкам, еще очень многие из них даже неизвестны. Переодеваясь в нищего, он бродил по улицам города вместе со своим палачом и приказывал убивать на месте тех, кто хоть как-то нарушал установленные порядки и правила, то есть без суда и следствия. Однажды он решил на собственном враче проверить, как действует передозировка опиумом, заставив того принять его больше, чем следует. А гонца, который ошибся, сообщив, что у Мурада родился Шехзаде вместо дочери, приказал насадить на кол. Последние версии историков склоняются к тому, что и Мурат был с тяжелой психологической патологией. Интересно, когда и кем был занесен ген безумия в кровь Османской династии? А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.